Привет тем, кто только подключился. Данное видео посвящено вторым минутам жизни Битрикса на вашей виртуальной машине. Первые минуты– это скачать образ, распаковать, подключить к менеджеру виртуальных машин, запуститься, 150 раз попытаться задать пароль для рута, потом то же самое для Битрикса, потом сдаться, сгенерировать, запомнить, подключиться в браузере, установить сайт, пройти монитор качества. Вот это первые минуты. Надеюсь, они длились минуты, а не часы. Вторые минуты, которые соответствуют последующим урокам Академии, потребуют от вас быстрого и удобного доступа к файлам. Допустим, урок, который посвящен созданию и удалению разделов страниц, вы можете сделать без FTP подключения, просто через админку. Но кастомизация, натягивание применения верстки нет, тут уже через админку не получится. Будет прям боль и страдания. Чтобы боли и страданий не было, нужно настраиваться на подключение к сайту. Как это сделать? Собственно, такая у нас рубрика получилась. Каждую лекцию я уделяю несколько минут. Надеюсь, что мы так за 10 минут уложимся. Практическим вопросам. Вот на этой неделе мне один человек написал, что «а как подключаться, какие-то проблемы есть?». Возможно, вот такое видео поможет всем остальным. Этому человеку, я надеюсь, я уже помог. Какие есть, сначала теория, Какие вообще есть виды подключения к сайту? Если вас кто-то когда-нибудь спросит, типа, а как мне подключиться к сайту твоему, ты ему этому человеку надо отвечать. А какое подключение, собственно говоря, тебя, друг, интересует? Есть подключение HTTP или HTTPS. Это подключение выполняется браузером. Чтобы подключиться через браузер к сайту, нужно знать только его адрес, если он не закрыт какой-то авторизацией на уровне как раз-таки HTTP. Второй вид подключения– это FTP. File Transfer Protocol, протокол передачи файлов. Это старый, достаточно, тем не менее, актуальный для нас формат протокол, вернее, не формат, протокол. Есть две программы, которые, на самом деле их, конечно, много, но вот по моему опыту вот этих двух программ за глаза хватает, они вполне себе решают свои задачи. Конечно, есть еще какие-то FTP-клиенты, множество другие IDE. Ну что поделать, вот у меня предпочтения такие. Можете пользоваться любым другим ПО, вот вообще любым, каким захотите. Можете на телефон себе поставить какой-нибудь FTP-клиент. Просто по нему я помочь не смогу, подсказать, если там что-то не так. Только там домыслы какие-то. По FileZilla, по Шторму я ими пользуюсь много лет, я знаю там, где какой подводный камень зарыт. FTP протокол нужен, в принципе, для управления файлами на сервере, как там на своем локальном компьютере. Есть папка, в ней файлы или другие папки. Вы можете их создавать, удалять, менять. Это ровно то же самое по FTP. Только вы еще можете себе скачивать или отгружать. Протокол SFTP на самом деле ровно то же самое, что FTP, поэтому программы ровно те же самые, но только там он быстрее, выше, сильнее работает. И самый-самый-самый смачный протокол доступа к сайту, даже не совсем к сайту, это уже к серверу, SSH. SSH– это, по сути, удаленный терминал. Те, кто пользуется Linux, для вас объясню так. Благодаря SSH вы можете на чужом компе сделать все то же самое, что можете сделать на своем. Вот прям вот так. То есть подключились к терминалу, все, можете туда ставить свое ПО, можете перезагружать, можете конфигурировать Nginx, Apache, MySQL. Вещи, выходящие за рамки того, что обычно понимается под администрированием сайта. Для подключения к сайту, для работы, для выполнения академии вам потребуется подключиться по FTP или SFTP, лучше SFTP выбирать. Для этого нужно знать IP-шник, вы его посмотрели при запуске виртуальной машины. Логин всегда Bittrex, не root, всегда Bittrex, обязательно, это очень важно.
Если вы начнете грузить файлы под рутом, Bittrex будет на них ругаться, он не сможет с ними ничего поделать. Может быть, он даже начнет в каком-то месте неправильно работать. Оно вам не надо. У вас и так все держится из последних сил. Если вы еще из-под рута начнете файлы грузить, сайт вообще будет валиться. Пароль. Вот это тот самый пароль, который вы генерировали при подключении первым. И порт. 21 для FTP, 22 для SFTP. В FileZilla, чтобы подключиться, нужно вот такую кнопочку нажать, создать сайт, для сайта указать хост, протокол, выбираем FTP, шифрование, там оставляете по умолчанию тип входа, обычно там анонимный, но вы выбираете не анонимный, а нормальный, и пользователь пароль. Порт можно не вводить, потому что он и так знает, что FTP это 21. Это нужно скорее, если у вас какой-то нестандартный порт. Нестандартные порты бывают, но это только если вы подключаетесь к какому-нибудь Сбербанку, у которого безопасность там просто запредельная, и, разумеется, FTP там не на 21 порте, а на каком-нибудь еще. У кого-то могут быть все равно проблемы с FTP подключением, перейдите на вкладку «Настройки передачи» и поставьте там режим передачи пассивный. Это, обратите внимание, только для FTP. Если у вас SFTP, у вас даже не будет такой галочки. То же самое, как сделать в PHP Storm. Нажимаете Tools, Deployment, Browse Remote Host. У вас открывается окно обзора удаленных подключений. Вводите название подключения. Стоп, вернулись. Название подключения. Это не адрес сайта. Это может быть вообще все что угодно. Это чисто для вас, чтобы вы запоминали, какое подключение за что отвечает, когда у вас их будут десятки. Но опять же, туда, в принципе, логично подключать название сайта. Если у вас там много сайтов, то по домену вы будете понимать. Если у вас там один проект, и у него просто есть 3 сервера, там сервер Васи, сервер Пети, сервер Маши, можете их так назвать, если очень хочется. Выбирайте тип подключения. Если FTP, то вас попросят ввести FTP-хост, но на самом деле это IP-шник ваш. Порт 21 можно не вводить. Root path, вы его не трогайте, пожалуйста. К тому же, скорее всего, на Bittrex VM, а вот даже не помню, давно не пробовал. Возможно, на Bittrex VM вообще ничего не надо вводить в root path. Поставьте слэш и посмотрите, что будет. Вот я бы так сказал. После этого логин-пароль. Обязательно ставьте галочку Save Password, иначе вам каждый раз при подключении пароль надо будет вводить. И здесь тоже есть галочка пассивный режим, она скрыта вот в этом окне дополнительных настроек. Как для FTP, так и для SFTP обязательно нужно зайти на вторую вкладку Mappings. И здесь есть две важных вещи. Во-первых, это кнопочка «Использовать сервер по умолчанию». Иначе каждый раз, когда вам нужно будет загрузить или отгрузить файл по FTP, у вас шторм будет спрашивать, а куда грузим-то? Откуда скачиваем? Укажите, пожалуйста. Нажимаете галочку, и он тогда запомнит, что для этого проекта вот это подключение актуально. И второе, это путь на сервере до файликов. Что это вообще такое? По сути, FileZilla и Storm занимаются следующей... Ну ладно, Storm в большей степени. Они сопоставляют локальную папку и папку на удаленном сервере. Вот deployment path это как раз путь к папке на удаленном сервере от вот этого root path. Немного заморочисто, почему нельзя было все это в одно поле выделить? Ну, на самом деле, потому что маппингов может быть много. Корневой вы путь настраиваете один, а вот маппингов может быть много. Но в веб-проектах это очень большая редкость. Прям очень-очень большая. Поэтому вам действительно будет неудобно, маппинг будет всегда один. Ну, надо запомнить, привыкнуть. Если у вас подключение по SFTP, то все очень похоже. Вы выбираете тип SFTP, порт 22, хост ваш попросит, это IP-шник, путь root. Вот здесь как формируются пути. Конкретно в случае, если у вас SFTP. В Bittrex виртуальной машине, Bittrex VM,
Есть понятие основной сайт и другие. Основной сайт всегда лежит по следующему пути. Home, Bittrex, www. Вот Home, Bittrex, www, там лежит главный сайт. Если вы создадите второй, третий, четвертый сайт на этой же машине, то они будут лежать уже в папках Home, Bittrex, начало такое же, Ext, www и название папки. А название папки соответствует названию сайта. Соответственно, если у вас сайт называется там раз2345.ru, то у вас он будет либо Home Bittrex www, если он первый, а если он второй, третий, четвертый, тогда будет Home Bittrex Ext www раз2345.ru. Для подключения по SFTP есть несколько типов авторизации. Выбирайте всегда пароль. И не забывайте ставить галочку «Сохранить пароль». После этого у вас появится справа панель файлов, лежащих на удаленном сервере. Пожалуйста, пользуйтесь, скачивайте оттуда, закачивайте туда. И если вам потребуется выполнить какие-то SSH операции, Storm позволит это сделать. Для этого надо через Tools нажать Start SSH Session. Тогда у вас появляется вот такой терминал. Не очень удобно, такой малюсенький, внизу PHP Storm, его, конечно, можно растянуть, но тогда кода не видно. С другой стороны, если вы что-то хотите поковырять в консоли, наверное, это уже не связано с кодом, это больше связано с настройками. Но тем не менее, PHP Storm все равно не заменит, я считаю, нормального SSH-терминала. Конечно, мои коллеги, некоторые разработчики у нас упрямо пользуются штормом, но я их вот склоняю к тому, чтобы использовали SSH-клиент Snowflake или простенький SSH-клиент Putty. Ну, с Putty там не очень очевидная настройка. А вот у Snowflake все отлично. Примерно то же самое. Логин, пароль, хост, порт, если надо, все. Подключаетесь, сразу все понятно. На данную тему лекция окончена. Если у вас будут какие-то вопросы с началом работы по Bittrex, с штормом, с FileZilla, вы мне, пожалуйста, пишите. Пишите на почту. Адрес вроде как бы все знают, я его в каждой презентации вставляю и даже уже получил несколько писем, но все равно у меня ощущение, что не все знают, что у меня есть почта, на которую можно писать. Вот она, пишите. Все, сейчас буду проверять ваши лабораторные работы. Надеюсь, там все хорошо, надеюсь. Мы все после, и я, и вы после проверки этой лабораторной работы будете довольны. И мы, и вы. Всем пока, увидимся через неделю.